Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня хочу представить принцип вязания шарфа, который можно и для мужского, и для женского шарфа приспособить. Узорчик классный, он может вполне заменить узор для жилета, жакета, кардигана. Смотрите, вертикальные полосочки, как мы с вами любим, идеальный узорчик. Единственное, я решила позволить себе обвязку красным цветом, создать такое весеннее настроение, зелень с красными цветами. Да? Либо, если это будет мужской шарф, то, конечно, тот цвет, который соответствует гардеробу мужскому, уже вяжете сами. У меня была такая сегодня идейка. Цветочная, ближе к весне, хочется уже весны. Предлагаю посмотреть, как вяжется узор. Очень красивый, простой, интересный, доступный. Обвязочку можно применить не только, как в моем случае, к шарфу, а можно применить и к шали. То есть вот обвязка углом идет, вот у нас уголочек, то есть на шаль обвязочка тоже вполне подойдет. Предлагаю посмотреть и надеюсь, видео будет полезным. Предлагаю связать вот такой шарфик. Я вот начала, попробовала. Идея интересная, узорчик тоже симпатичный. Набрала для шарфика 25 сантиметров, а в высоту, вернее в длину, будем вязать тут уже по желанию 25 сантиметров. Из очень красивой слонимской пряжи, зеленого такого изумрудного цвета, и у нас будет еще обвязочка красивая. Вот ради нее-то мы сейчас и будем вязать. Покажу вам узор. Узор вот такого плана, вот он у меня. Узорчик очень простой, но самая главная красота это в обвязке. Вот там, где у нас цветочки, они будут другого цвета, какого-нибудь яркого или розового, красного. Это будет очень красиво. Поэтому основа вот такая очень простенькая. Раппорт узора у нас идет 7 столбиков. Я набрала немножечко, покажу вам. Узорчик простой. Связала один ряд столбики, набрала воздушные петли и провязала ряд столбики с одним накидом. И продолжаем вязание. 2 воздушные петли подъема, не 3, 2. И вот там, где у нас столбик, вяжем рельефный столбик. То есть я решила столбики можно связать простым столбиком, можно рельефным. Я решила их вязать рельефными, чтобы было интереснее. Воздушная петля. Внизу пропускаем 2 столбика. В третий вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля. В это же место вкалывания столбик с накидом, воздушная петля, 2 столбика пропускаем и 2 вяжем рельефными столбиками. Так, еще разочек. 1, 2. Вот раппорт нашего узора. Считаем, да, сколько нам нужно набрать. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков это раппорт узора и 2 столбика на самое начало. То есть нужно набрать столько столбиков, 1 воздушная петелька, внизу 2 пропускаем, чтобы раппорт узора делился, чтобы петли все делились на 7, и плюс еще 2 петельки на самое начало, самый конец. Лучше всего набирать петель больше, потом узор распределять и 2 столбика что-то убираем потом. Или можно всегда добавить. Как добавить? Я думаю, тоже уже все знают. Это довязать на кончик ниточки пряжу и вязание продолжить. Заговорилась, да? После галочки 2 пропускаем, 2 рельефных. 1, 2. Вот такой узор. Галочка, 2 столбика, галочка. Очень просто. Но мы его с вами, эту красоту поменяем. Поворачиваем в следующую сторону и смотрите. Столбик рельефный мы всегда будем вязать лицевым, и за счет этого это будет тоже достаточно интересно. 1 воздушная петелька и меняем галочку. Мы провязываем 1 столбик, 2,
3. Воздушная петля. Столбик, смотрите, рельефный у нас был с той стороны, и с этой он будет такой же лицевой рельефный. То есть узор, конечно, простой, но просто вязать совсем скучно. Я решила переделать, чтобы узорчик смотрелся интересно, вязался. Когда узор слишком простой, скучно вязать, согласитесь. Воздушная петля. Узор остался очень простым. Смотрится красиво, вяжется интересно. Первый столбик так и довязываем. 2 воздушные петельки всегда будем набирать для начального столбика. Вот. Рельефно будем провязывать все наши простые столбики. Воздушная петля. И в центр из 3 столбиков вяжем галочку. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля и дорожка из рельефных столбиков. Они выглядят очень интересно за счет того, что не вяжем, как всегда, как везде, а вяжем интересно. Вот. То есть узорчик-то очень простой, но с учетом замены столбиков на рельефные получается достаточно симпатично. Меняем 3 столбика на галочку. Получается галочка, 3 столбика, галочка. Рельефный, рельефный, рельефный. 1 воздушный, 1, 1, 1. По одной воздушной петельке. Вот таким образом мы набираем такую длину, которую нам хочется. Первый и последний столбик мы провязываем просто столбиком. Все остальные рельефным. На подъеме всегда, решила запутаться, на подъеме всегда 2 воздушные петельки. Вот, набираем. Я набрала 25 сантиметров. Узорчик получается за счет того, что рельефный у нас всегда вяжется рельефным. Узор получается двухсторонний, как мне хотелось, чтобы он с 2 сторон смотрелся хорошо. Вроде бы простой, галочка 3 столбика, галочка 3 столбика, но в то же время непонятный. Вот. Вяжем на высоту, которая нам нравится, но это 1,5 метра. Для шарфика надо. И самое потом интересное, самое вкусное, мы сделаем красивую обвязочку яркого цвета. Я думаю, будет очень красиво. А пока можно связать образец, а можно сразу начать вязать шарфик. Если взять шарфик, связать белого цвета, то и обвязки никакой не надо. Уже будет все красиво. Вот такая идея. Не только для шарфика, может быть, узор пригодится для жилета. Тоже идея хорошая. И смотреться будет очень интересно. Вот, пожалуйста. Смотрим на вот этот узорчик. И думаем, что еще можно связать. Пока вяжем шарф. Вязала, вязала, вязала я шарфик. Провязала 100 грамм ровно. Из 100 грамм у меня получился шарфик длиной 1 метр. И я думаю, что это достаточно. В чем хорошая идея? В том, что, смотрите, вот наш вертикальный узорчик. Очень красивый, очень симпатичный. Я думаю, его можно использовать и для жилета. Это будет очень красиво. Смотрите, какая красивая идея. И для мужского шарфа мы с вами свяжем мужской и женский. Мужской будет лаконичный, строгий, вертикальные полосочки, а женский мы сделаем обвязочку. Обвязочка вот у меня есть на схеме, вот она такого плана. Провязали узор, теперь предлагаю связать обвязку. Мужской шарфик уже готов. Вот он уже у нас есть красивый. Берем красные ниточки. Мне захотелось сделать такой, знаете, яркий, необычный. Красные ниточки берем. И привязываем в последний вот узорчик. Вот один пропускаем, в последний узор вот сюда. Привязываем. Конечно, ниточки мы все спрячем потом. И вяжем петлю Соломона. Первый ряд обвязки у нас будет раз петля и еще одна петля. Если вы боитесь петлю Соломона, провяжите воздушных петелек где-то 6 штук. Поворачиваем за уголочек.
И вот у нас петля, вот такая полосочка, столбик без накида. Еще 2 петли соломона поворачиваем на бочок вязания. 2 петли соломона, 1 и 2, 2 петли провязали, раз рубчик пропустили, и во второй столбик без накида. Вот. Уголочек мы провязали, и теперь будем вязать 2 петли соломона, раз узорчик, 2 узорчика в рубчик, опять раз пропускаем 2, следующий через рубчик вяжем столбик без накида. Это первый рядочек будет, а потом будем вязать цветок. Почему красного цвета я выбрала? Чтобы было ярко, красиво, по-весеннему. Красивый яркий цветочек. Первый рядочек обвязочки, вот у нас петли соломона мы сделали. Один узорчик пропускаем, во второй вяжем. Один пропускаем, во второй вяжем. Вот. И точно так же сбоку. Один пропускаем, вот где наши полосочки, закрепляем. Все, и на боку у нас вот такая тоже должна быть петля. Идем дальше. Это у нас первый ряд обвязали, второй ряд. Петлю соломона мы провязываем одну, а вторую мы провязываем ложную петлю соломона в самое начало, чтобы нам оказаться в центре петли соломона вот здесь. Вот. И в этом центре наша задача провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков сдвоенных, и между ними 1, 2, 3 воздушные петельки. 3 воздушные петельки. Что мы с вами сделаем? 1, 2, 3. Это у нас как столбик с накидом, такой сдвоенный. 1, 2, 3 воздушные петли. И в самый центр 1 столбик, 2 столбик вместе. 1, 2, 3. У нас должно быть 6 таких сдвоенных столбиков. Это у нас второй ряд будет. 1, 2, 3. И в третьем ряду мы просто-напросто еще цветочки свяжем. И все. Обвязка очень простая, несложная. 1, 2, 3. И красивая. Сдвоенный столбик, и между ними 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. И еще один сдвоенный столбик. Так, ниточка у меня запуталась где-то. Сдвоенный столбик. Вот. Основу провязали. Опять вяжем петлю соломона, небольшую такую вытягиваем. Цветочек провязали, одну петлю соломона сделали. И в центр 2 петель соломона, вот в центр, вяжем опять цветочек. Вот такой второй ряд. Тоже достаточно простой. 1, 2, 3 воздушные петельки между. И в центр 2 петель соломона вяжем цветочек из пышных столбиков. 2 петли вместе, между ними 3. 1, 2, 3. Вот. Вот такой должен быть второй рядочек. Второй рядочек мы с вами связали. Вот такие цветочки. И третий ряд. У нас было 6. 1, 2, 3, 4, 6 лепесточков. Присоединяемся в последний. Переходим с соединительным столбиком в арочку. Вяжем последний завершающий лепесток. 3 воздушные петли. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. 1, 2, 3 воздушные петли пико. И 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Возвращаемся вниз. Соединительный столбик. И в следующую арочку соединительный столбик. Начинаем все с самого начала. 3 воздушные петли. 1 столбик, 2 с общей вершинкой. 1, 2, 3 пико. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Возвращаемся соединительным столбиком в арочку. У нас получится с вами вот таких 5 лепесточков. И это будет завершающий штрих нашего цветочка. То есть наша задача провязать
5 лепесточков, весь третий ряд. Один цветочек мы с вами вот провязали. Между ними что мы делаем? У нас тут петля Соломона. Мы провязываем 1, 2, 3 столбика без накида провязали в арочку, соединительный столбик, и начинаем вязать лепесток. 1, 2, 3. И цветочек. 1, 2, 3. Пико, как мы с вами провязывали. 1, 2, 3. Возвращаемся вниз к лепесточку, соединительным столбиком переходим дальше. И таким образом провязываем все наши лепесточки. Третий ряд, это у нас узора идет. Таким образом можно обвязать не только шарфик, можно обвязать и шаль. Очень интересная обвязка для любого вида изделия. Предлагаю попробовать освоить, связать вот такой шарфик. Почему я сделала зеленый цвет с красным? Это как зеленый цвет, как травка, и красный, как цветочки. То есть вот такое олицетворение предстоящей весны, в моем понимании. Мне захотелось ярких цветов. В итоге шарфик готов, обвязочка есть. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Расход пряжи на обвязку тоже 100 грамм, это минимум. Кажется, 3 рядочка, а шарф-то у нас длинный, и поэтому на обвязочку тоже нужна пряжа. 100 грамм у меня ушло зеленого, 100 грамм красного цвета. Схема самого шарфика обвязки обязательно будет в сообществе. До новых встреч! Еще раз хочу поздравить с праздником, Днем влюбленных. Влюбленным быть можно и только в себя, и в семью, и в детей. Поэтому праздник неплохой. Всех с ним поздравляю. До новых встреч!